Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о Йо-Йога School, представителем которой является Лариса Фомченко. Приветствуем вас, Лариса, в нашей студии. Здравствуйте. Ну что, начнем? Сегодня йога на слуху. Йога в технике, йога в фитнес-клубе, йога в косметике. А твоя йога-школа, о какой йоге идет речь? Хороший вопрос. Действительно, с определениями лучше определиться в самом начале. БКС Айенгар определяет йогу как прикладную науку. Но вы правильно сказали, сегодня мы видим, что в йогу внедрились очень много направлений науки, такие как медицина, психология и так далее. Поэтому я бы хотела определить йогу современную, йогу как искусство underground, многие произведения которого становятся мейнстримом и законодателями моды и так далее. Тем не менее, мы имеем дело в нашей школе, мы имеем дело с восьмиступенчатой аштанга или раджа-йогой, конечной целью которой является освобождение сознания, освобождение от ограничений. Ограничение или обуздание ума, потому что ограничение, как правило, это область ума. Это не в голове, то есть не в голове живут наши ограничения, а это гораздо шире, потому что мы все обладаем, каждый из нас обладает очень умным телом, и каждая клетка обладает своим сознанием и своей памятью. Почему искусство underground? Потому что во время практики, независимо от того, на каком уровне или на какой ступени аштанга-йоги вы практикуете в твоей йога-школе, вам все равно приходится погружаться в подземелье, да, подполье собственного подсознания или же своей физиологии для того, чтобы высвобождать блокировки. Блокировки – это блоки, ограничения. Это не что иное, как просто заблокированная жизненная энергия. Я только что приняла решение заниматься йогой. Моя школа – это что? С чего мне начинать? Начинать всегда нужно с принятия ответственности на себя не только за свою практику йоги, но и за свое здоровье, за свое благополучие. К сожалению, сейчас многие ищут раскрученную школу, раскрученного, распиаренного мастера или учителя для того, чтобы, так же, как и врача, да, для того, чтобы переложить свою ответственность за свое здоровье или за свое благосостояние, за свою реализацию на состоявшегося человека, скажем так. В нашей школе или в твоей йога-школе тоже есть учитель, но все построено по принципу суфийского учителя. То есть учитель – это тот, кто через себя структурирует пространство таким образом, чтобы каждый, кто попадает в это пространство, вспомнил то, что он уже знает, или то, зачем ему нужно что-то узнать. А в чем уникальность твоей школы йоги, твоей йога-школы? Есть ли определенные принципы и правила? Да, конечно же, определенные принципы и правила есть. Это секретная информация, которая передается из уст в уста, точнее сказать, во время практики. Вот идет передача правил построения тела в форму или в асану,
принципы построения последовательности асан. Есть такие принципы, но отличие этого, то есть как бы принципы и правила есть в каждой школе. Опять-таки, история развития или как, ну да, история, мы можем пронаблюдать историю развития йоги от underground, то есть из подполья в мейнстрим. И на сегодняшний день в этом многообразии стилей, школ, да, всего остального, в принципе, идет просто распределение правил. Да? Кто-то практикует по таким правилам, кто-то по таким. Все договорились, чтобы разделить рынок. Это нужно понимать, потому что на самом деле правила есть ограничения. То есть, когда вы начинаете практиковать, да, вам рассказывают определенные правила, будьте внимательны. Они должны быть направляющими в практике, но не ограничениями, потому что тогда йога перестает быть йогой. Понимаете, да, о чем я говорю? А что в планах, какие перспективы развития школы? В планах быть здесь и сейчас. То есть практика в планах привлечь заинтересовать как можно больше практикующих, принять на себя ответственность за свою жизнь, за свое здоровье и благополучие и находиться здесь и сейчас, потому что основные, как бы самые такие главные наши враги и ограничения – это сожаление о прошлом и беспокойство о будущем. Поэтому здесь и сейчас всегда рождаются все новые и новые произведения андеграунд искусства под названием йога в Йога School. Понятно. Благодарим вас, Лариса. И Всего вам доброго. спасибо. До встречи.